На вашем экране поразительная идея, и это история о чудесном океане. Это огромное озеро в Калифорнии оценивается в 540 миллиардов долларов, так как в его недрах находится достаточно лития для питания более 30 триллионов айфонов. Это гораздо больше, чем предсказывали эксперты, что делает его одним из крупнейших литиевых запасов в мире. Эта находка может произвести революцию в экономике США и оказать глубокое влияние на глобальные рынки. За последние несколько лет интерес к литиевым ресурсам резко возрос, что связано с глобальной эволюцией потребления энергии, особенно в свете перехода на электромобили и возобновляемые источники энергии. Однако перед нами стоит значительная проблема. Если она не будет решена, все эти деньги останутся похороненными навсегда. Литий был открыт шведским химиком в 1817 году, однако ему долгое время не уделялось должного внимания. Этот металл, столь ценный сегодня, игнорировался на протяжении столетий, так как не имел практического применения в повседневной жизни. Да, он легкий, белый и блестящий, но что мы на самом деле могли с ним сделать? Однако с течением времени многие свойства лития начали привлекать внимание ученых. На первый план вышла его высокая реактивность. Литий легко соединяется с другими элементами, что делает его отличным кандидатом для использования в химических реакциях, приводящих к образованию энергии. Например, если его подвергнуть воздействию воздуха, он проходит через бурную окислительную реакцию, и прежде чем вы успеете понять, что происходит, вокруг разгораются огни. Для обычных людей это может показаться опасным, но для ученых это ознаменовало открытие, создавшее множество возможностей в различных отраслях, включая электронику и автомобилестроение. Высокая легкость и реактивность делают литий идеальным материалом для батарей. А вы понимаете, почему это так важно в наше время? Батареи питают почти все вокруг нас, от смартфонов до автомобилей и даже малых самолетов. По мере роста спроса на электронику и электромобили необходимость в литии только увеличивается. Из-за внезапного увеличения спроса на литий его цена подскочила до небес. По данным аналитиков, в последние годы наблюдается непрерывный рост его стоимости, что вызывает интерес у инвесторов и компаний по всему миру. Это стремительное повышение стоимости связано с ростом экологической сознательности и переходом на более чистые источники энергии, в частности в связи с возникновением новых технологий, таких как электромобили. Так, в 2021 году в мире было произведено около 540 тысяч тонн лития. Этот объем, однако, становится все более недостаточным с учетом прогнозируемого роста спроса. К 2030 году прогнозы показывают, что спрос может возрасти до более чем 3 миллионов тонн. Проблема в том, что литий – это конечный ресурс. В мире всего около 100 литиевых шахт, в основном расположенных в Австралии, Чили и Китае. Конечно, ожидается увеличение предложения, но спрос растет гораздо быстрее. Это означает, что мы можем столкнуться с нехваткой лития в краткосрочной перспективе. Конкуренция за доступные ресурсы усиливается, и страны стремятся диверсифицировать свои источники лития, чтобы избежать потенциальных проблем с поставками в будущем. Шахты сейчас способны удовлетворить текущий спрос, но в будущем им будет крайне сложно поддерживать эту динамику. Находка новых запасов лития сегодня практически равносильна выигрышу в лотерее, и США повезло найти несколько таких мест. Одним из примеров является шахта Thacker Pass в Неваде, которую считают возможным обладателем крупнейших неразработанных литиевых запасов на планете.
По оценкам, это место может обеспечить до четверти мирового спроса на литий, что составляет до 40 миллионов тонн. Стоимость такого количества лития может превысить $500 миллиардов, и это значит, что открытие Тхакер-Пасс может изменить экономический ландшафт региона. Кроме того, это открытие создает возможности для небольших местных предприятий, которые могут участвовать в процессе добычи, переработки и распределения лития. Также стоит отметить, что открытие таких мест, как Тхакер-Пасс, не только влияет на экономику, но и может улучшить экологическую ситуацию в регионе, если будут разработаны правильные технологии. Это важно не только с точки зрения экспорта, но и с точки зрения создания новых рабочих мест и улучшения инфраструктуры в регионе. Например, местные власти могут инициировать проекты по улучшению дорог, модернизации образовательных учреждений и созданию новых центров здравоохранения. Найти этот второй крупный источник лития – огромное облегчение, так как это приближает страну к снижению зависимости от других государств. Кстати, большая часть лития в настоящее время поступает из Чили, которую многие называют Саудовской Аравией лития. Это подчеркивает важность развития собственных ресурсов, чтобы избежать потенциальных кризисов с поставками в будущем. Вполне естественно, что Калифорния радостно воспринимает эту новость как потенциальный экономический рост, ведь это открывает двери для новых инвестиций. Регион уже начали называть Саудовской Аравией лития или литиевой долиной из-за его потенциала доминировать в цепочке поставок батарей. Если все получится, это принесет огромные выгоды для штата, а местные сообщества смогут увидеть значительное улучшение качества жизни. Некоторые прогнозируют, что это приведет не только к увеличению числа рабочих мест, но и к повышению уровня образовательных стандартов. Однако стоит задаться важным вопросом. Если литий находится под озером, как его извлечь? На самом деле да, по крайней мере теоретически. Существует два основных метода, которые компании обычно используют для добычи лития. Первый – это классический метод открытой разработки, при котором порода выкапывается, измельчается и обрабатывается. Именно так работают на шахте Тхакер-Пасс, где для добычи лития из глины используют огромные гидравлические экскаваторы. Этот метод позволяет извлечь большие объемы лития, но у него есть серьезные экологические последствия, включая разрушение ландшафта и потребление больших количеств воды. Существует и второй метод – испарительные пруды. В этом случае литий, содержащую рассол, поднимают на поверхность и оставляют воду испаряться, оставляя металл на дне. Однако такой подход требует огромного количества воды и может вызвать загрязнение, что вызывает опасения среди экологов. Нарастающие проблемы с водными ресурсами ставят под угрозу этот метод добычи. В результате многие компании ищут более устойчивые и менее влиятельные способы извлечения лития. В Солтон-Си все работает немного иначе. Вместо больших ям или испарительных прудов компании используют естественную геотермальную энергию региона для более чистого извлечения лития. Этот метод называется прямым извлечением лития. Как это работает? В окрестностях озера уже функционирует 11 геотермальных электростанций, которые поднимают супергорячий минеральный рассол из-под земли. Обычно этот рассол используется для производства пара, который вращает турбины для генерации электроэнергии. Но теперь компании изучают, как извлечь литий из этого же рассола перед его возвращением обратно в Землю.
Этот метод может стать очень перспективным, так как он использует уже существующую инфраструктуру для получения энергии из сдачи лития. Поскольку компании уже поднимают рассол для получения энергии, сбор лития не требует дополнительных раскопок или больших прудов. Это может значительно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и свести к минимуму необходимые ресурсы. Таким образом, удается избежать большинства потерь воды и загрязнений, связанных с традиционными методами. Это похоже на получение чистой энергии и материалов для батарей одновременно, но с гораздо меньшим воздействием на окружающую среду. Однако подобные процессы требуют точного контроля и планирования, чтобы избежать потенциальных проблем. Тем не менее, этот метод, хоть и кажется отличным и вполне осуществимым, сталкивается с рядом вызовов, которые не будут легкими для преодоления. Хотя его называют экологически чистым, это относится лишь к сравнению с другими способами добычи лития. На практике необходимо учитывать уникальные условия каждой местности и влияние на местные экосистемы. Метод все равно поднимает важные вопросы, такие как воздействие на водные ресурсы. Жители Калифорнии уже сталкиваются с нехваткой, и добыча лития в больших масштабах может оказать дополнительное давление на ограниченные водные ресурсы региона. Исчерпание реки и других источников воды может вызвать непредсказуемые последствия для местных экосистем. Солтон-Си также быстро высыхает. Уровень воды снизился более чем на 9 футов за последние 25 лет. Это создает серьезные проблемы. Меньше воды означает больше открытого дна озера, которое может содержать вредные вещества. Когда озеро высыхает, это обнаженное дно превращается в пыль, и ветер поднимает эту пыль в воздух. Исчерпание берегов Солтон-Си приводит к выбросу токсичной пыли в атмосферу, что, в свою очередь, связано с увеличением случаев респираторных заболеваний среди местных жителей. Этот вопрос становится особенно актуальным, если учесть, что существует прямая связь между загрязнением воздуха и ухудшением здоровья населения в районе. Это необходимо учитывать при планировании любых новых операций, чтобы избежать нанесения вреда людям. Власти уже принимают меры, чтобы изменить ситуацию, добавляя воду в сухие части Солтон-Си. Они заполняют мелкие пруды рядом с озером, чтобы создать новые водно-болотные угодья. Эти меры имеют большое значение для сохранения экосистемы и локального биоразнообразия. Они надеются, что это поможет улучшить местную экосистему, создав новые места обитания для рыб и птиц, что, в свою очередь, может привести к восстановлению природного баланса в этом регионе. Тем не менее, некоторые опасаются, что раскопки белого золота могут ускорить высыхание Солтон-Си и преодолеть многолетние усилия по восстановлению экосистемы. Некоторые эксперты предупреждают, что неправильное планирование или этапе разработки может привести к катастрофическим последствиям для биосферы страны. На данный момент исследования показывают, что геотермальные электростанции используют лишь около 4% водных ресурсов региона. Но ученые все еще не уверены, даст ли расширение этих операций результат в виде ухудшения водного кризиса. Необходимо проводить дополнительные исследования, чтобы лучше понять все последствия, которые могут возникнуть из-за добычи лития, исследовать влияние на экосистемы и здоровье жителей, а также разрабатывать более устойчивые методы для улучшения процесса энергетического производства. Что будет дальше? Слишком рано об этом судить, но очевидно одно – нам нужно гораздо больше исследований, чтобы понять, что это все значит.
не только для Солтон-Си, но и для будущего экономики США. Возможно, в этом процессе появятся новые партнерства между государственными и частными учреждениями, чтобы улучшить подход к экологии и экономике. Изучение воздействия литиевых операций, использование ресурсов и разработка эффективных методов добычи станут важными факторами в определении будущего для этого региона. Принятие мер для сохранения окружающей среды станет ключевым компонентом в стратегии управления природными ресурсами. Также будет важно установить четкие правила и стандарты для добывающих компаний, чтобы минимизировать влияние на экосистему и здоровье человека. Поскольку мир стремится к переходу на более устойчивые источники энергии, устойчивое управление литийными ресурсами окажется ключевым компонентом в этом процессе. Принятие таких мер станет решающим как для экономического благополучия региона, так и для достижения глобальных целей по устойчивому развитию. На этом заканчиваем наш рассказ на сегодня. Если вы удовлетворили свое любопытство, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. А если хотите больше информации, просто нажмите на эти видео и оставайтесь с нами.